Ребят, а теперь лайфхак. Как насладиться Персеидой. Место невероятной энергетики. Словами не передать, как красиво. Казахстан — это самая красивая страна в мире. Желто-оранжевый сейчас такой цвет. Друзья, всем привет, с вами Сергей, и сейчас мы находимся в одном из великолепных мест Заилийского Алатау, и это плато Осы называется. За моей спиной обсерватория, астрономическая обсерватория Осы Тургень на высоте 2750 метров, и только посмотрите, какой пейзаж здесь открывается. Ну, на машины огромное количество турфирм не смотрите. Этот день необычен тем, что сегодня максимальный поток метеоритов будет, звездопада Персеиды, который каждый год нас посещает, нашу Землю, прилетает из созвездия Персея. И если нам позволит небо, если не будет туч, то мы вместе с вами сделаем красивые, хорошие кадры, и вы тоже это увидите все. И перед тем, как сделаю обзор этого красивого места, хочу вас попросить уделить 10 секунд и нажать на кнопочку подписаться, нажать на колокольчик, так вы меня не потеряете, я вас не потеряю, и вы будете видеть все новые выпуски, которые выходят. Народ отдыхает, прекрасное местечко, нам чуть выше нужно будет подняться. И думаю, вы понимаете, что до сюда добраться, какая должна быть машина. Вы должны рассчитывать свои силы и силы машины, чтобы проехала по этому полному бездорожью. С момента, как закончилась нормальная дорога, проехали 26 километров по бездорожью, чтобы добраться сюда. Огромное количество туров приехало. Все хотят понаблюдать, загадать желания, ведь именно в этот день появляется возможность сделать больше. Загадать больше 100 желаний, а то и 150 бывает, что за час падает метеоритов. И вы представляете, сколько у человека сегодня список этих желаний? А вы загадываете желания, когда падают звезды? Правая рука синяя, левая рука желтая. Я сейчас остаюсь с одними из организаторов DN Travel. Это travel группа, с которой отправился. И хочу сказать, почему же выбрал из огромного количества групп. А вы сами видите, сколько сегодня машин, сколько сегодня людей. Именно этих ребят. Интересное объявление рекламное было. Там нарисован телескоп и написано, что в дополнение сегодня посмотрим на звезды. Будет интересная программа. И я не смог мимо пройти этого. Поделитесь, как к этому вообще пришли, почему выбрали дополнение какое-то для людей, и не просто тур, а что-то познавательное. Сейчас пытаемся разрабатывать определенные уникальные программы, потому что уже, в принципе, людям надоели какие-то туры выходного дня, то есть всем алматинцам, в принципе, уже там по 10 раз ехали на такие туры, на все локации, и сейчас им как-то интересно, да, обучаться чему-то на турах, то есть какие-то знания приносить. И нам повезло, что именно на этих выходных, это середина августа, это пик метеорного потока Персеиды. У нас в команде есть человек, астроном, гид с телескопом. Будем сегодня как делиться этими знаниями, делать какие-то викторины, квизы, и в принципе мы считаем, что
это и сделает эту поездку как более уникальной. Это необычно. С вами был Роберт. С вами был Роберт, следите за обновлениями. Меня зовут Мадина, я подруга Тахира, я помогла только с организацией завтраков. Вот, он у нас главный организатор. Преимущество нашего тура Тахира в том, что первое, нетворкинг, тут очень крутые ребята собрались. Второе, это содержание тура, то есть всякие трансформационные там игры, разная уникальная программа. Также звездопад, то есть я всегда хотела приехать сюда и увидеть звезды, а тут еще и звездопад. Вот, поэтому я очень рада. Какие планы вообще? Планы открывать всякие уникальные места, разные места, получается, именно те, о которых, не знает еще такое прям большое количество туристов. Алмаз, почему ты выбрал быть гидом? Тут как профессия, это можно сказать, я совмещаю как бы хобби, профессию и просто общее дело, общий цель, как развитие туризма. И также одна из целей это знакомить людей. Так как я буду гидом, я развлекаю людей, я устраиваю игры, я составляю программу. И в этом неделе программы либо игры составляются так, чтобы люди знакомились, чтобы люди не просто развлекались, чтобы они могли познакомиться, найти себе, возможно, новых коллег, либо же друзей, либо же, может, даже вторых половинок. Я сюда приехал, чтобы отдохнуть душой и телом, и душа у меня прям просто отдыхает. Как в компании с людьми, так и в этом прекрасном месте. Вы впервые на Паттаасе? Да, у нас и впервые, И как вам тут? как говорит, вау, воздуха-то сколько, все сверху видно, абсолютно. Хороший обзор, хороший свежий воздух, это очень значимо, когда ты живешь в центре города, каждый день дышишь тем, что вставляет машина, а здесь даже при том, что очень много машин приехало, воздух великолепен. И обзор, картинка меняется буквально каждые 5-10 минут. Это вот сижу на одном месте, но картина изменяется, то есть можно далеко не ходить, получать огромное впечатление. Важный момент, когда сюда поедете, то теплее одевайтесь, так как дует холодный ветер. Берите перчатки, шапки. Сейчас стоит только солнцу скрыться за горизонт, за этот красивый горизонт. Желто-оранжевый сейчас такой цвет. И все, будет прохладно. Посмотрите, как освещаются поля, зеленые холмы, горы. И нам повезло, дождь обошел стороной, чуть-чуть гром погремел. Удачный день. И мы сегодня наверняка увидим звезды. А сейчас нужно запустить дрон. Там уже кто-то летает, главное с ним не врезаться. И вместе с этим дроном птицы летают, как обычно. Если честно, то очень приятно видеть большое количество людей на таком мероприятии, так сказать, и что люди наслаждаются природой, любуются небом, закатом. Сейчас все садятся там, где палатки стоят, берут покушать и просто наблюдают романтично так за заходом солнца.
реально красивый закат увидели. Думал, что пролетим с ним, так как такая дымка в ущелье пришла и над холмами, над горами, но повезло. Кадры с обсерватории вообще восхитительные. С дрона это душа прям наслаждается этими красками, этой красотой невероятной. И главное, не один ты это испытываешь, а большинство людей, которые сейчас наблюдают за этим закатом, за этим всем. Но если бы они еще видели кадры с дрона, которые получаются, но они увидят, конечно, на ютубе так же, как и вы. Надо быстро идти одеваться, потому что даже руки в перчатках мерзнут, и я слегка приоделся внутри, но все равно холодно. Кстати, идешь, и когда наблюдаешь вот за этими строениями, то, что люди создали. Сейчас, секундочку. Чабаны теперь на мотоциклах и пасут стадо коров, овец, лошадей. Все на мотоциклах. Лошади уже не актуальны. Так, и вот когда смотришь на вот эти строения людей, то, что человек придумал, создал, ведь именно его, именно какого-то определенного человека, нескольких людей, группы, двигала цель, желание прикоснуться к звездам, прикоснуться к Вселенной, прикоснуться к тому, что выходит за горизонт наших глаз, что прям и все это приводит к таким творениям, к созданиям и к новым знаниям. Те, кто давно на моем канале, то наверняка видели, как тайские собаки, индонезийские отдыхают на пляже, за закатом наблюдают, но казахстанские также поступают. Пес тоже сидел, наслаждался закатом, сейчас отвернулся и смотрит, что там люди делают. Так что собаки еще те романтики. Вот такие большие вкусные порции плова раздают. Я чуть не опоздал на этот плов, все уже покушали даже, но чуть-чуть уже оставалось. И успел все-таки, пока закат снимал, все ради красивых кадров. Красивый кадр на первом месте у меня, чем еда. Ребята, могу со стопроцентной уверенностью сказать, что самый вкусный плов, он в горах. С программированием. Не артистики предприниматели, да? Да, да. Светосила данного телескопа 600-кратно, так сказать. Это просто мощь. Посмотрите, какой он не маленький. Аппарат наш Ньютон. Надеюсь, камера сможет что-нибудь заснять. По желанию, в принципе. Окуляры. Друзья, можете вот сюда подойти, ознакомиться с оборудованием с вспомогательным. Это так называемые окуляры. Вот это вот большая линза Барлоу, она увеличивает и переворачивает. В простонародье у астрономов Барлуха. Это вот так вот ставить можно. Это родные, достаточно дорогие окуляры от Левинхука. Она самая основная, лазерная указка. Как бы по астрогидству я делаю акцент на нее. То, что уже упало, это метеорит. Или болид. Вот то, что летит и светится, это болид еще можно. Как бы тут делится. Ну, есть такие тонкости, никто не запоминает их, но знать надо как бы. Ребят, а теперь лайфхак. Как насладиться Персеидой без огромного количества народа и получить максимальное удовольствие от процесса. Все очень просто. Не нужно ждать 13-14 августа. Можно за 10 дней заранее поехать, посмотреть, какая луна. Если луна отсутствует, то вообще идеально. Чистое небо и красивые кадры можно сделать и Млечного Пути, и самих метеоритов. Также и весь август Персеида будет, метеориты падать.
А 13-14 огромное количество народу собирается, и это большой минус. Допустим, у нас небольшая компания собралась, все классненько прошло, но рядом соседняя компания, там, не знаю, человек, наверное, 100 собралось. И вместо того, чтобы нормально посмотреть на звезды, песни поют, около костра скачут, телескоп небольшой выставили, нарядили как елку. Ну, короче, и от костра дым все портит, плюс засветы большие. И еще луна сегодня, конечно же, очень сильно светит, так что, к сожалению, каких-то кадров таких не получилось сделать. Пролетел метеорит, я его видел, но он пролетел в другой стороне, не ту сторону, куда камера смотрела. Хотя именно поставил так, где больше всего видел метеоров за сегодняшнюю ночь. Были очень красивые, несколько вообще болидов пролетели, оставляя там оранжевые, зеленые цвета, и это круто смотрелось. Жаль, что в этот момент камера или не с собой была, или просто бы напросто не успел бы сделать эти кадры. Но эти моменты, конечно, запомнились в голове. А так, ложимся спать, через 3 часа проснусь и постараюсь еще рассвет красивый заснять. Остался доволен тем, что удалось закат заснять, и облака не помешали, все просто супер прошло. Я и планировал это место посетить с красивым закатом, и все получилось, что хотел. Персида — это когда полнение было, но все, надо спать, реально холодрыга здесь. Еще палатка была открыта, пока следил за камерой. Давайте, до утра. У кого-то утро начинается с чая, у кого-то с кофе. Но у меня запуск дрона и съемки таймлапса рассвета. Было же красиво, согласна. Ночью было прохладно, чуть-чуть ногам, не знаю, спальник что-то стал продувать. В общем, нормально спалось. Место интересное. Ехать сюда нужно, когда нет большой луны, когда нет много людей. То есть в непопулярный день. И тогда все пройдет просто идеально. Кадр шикарный можно сделать, если никто не будет жечь костры, засвет какой-то делать, фонарики развешивать, ну, скакать. Тогда звездопад Персеиды, да и любой другой, да просто даже Млечный Путь сможете заснять во всей красе. А вон та яркая морда, которая не давала красивые кадры сделать, небо. Но по-своему было прикольно. Ночью ветер полностью стих, даже чуть теплее стало, но буквально на пару часов потом опять поднялся ветерок, и сразу же холод такой. Сейчас солнце вышло, и сразу чувствуется, что температура поднимается. Но реально, одевайтесь, тут теплее. Я вон в шапке, в капюшоне весь укутанный, с бафом. Это для камеры снял, а так я его тоже одеваю на лицо. Чувствую себя как зимой, тем более вон тут рядом снежные вершины гор. Все-таки высота 2750. Рад, что выбрал день travel
И они меня выбрали, что удалось с ними именно поехать, так как классная организация и вечером экскурсия по звездам, просто восхитительно, столько полезной информации, столько всего нового и интересного. Если бы в школе это так преподавали, то наверняка многие были бы заинтересованы. Дорога до сюда занимает около 3 часов на Тойоте, конечно. Залетели прям на ракете. Водитель. Так что первый, что второй раз несколько водителей было. Вместе ехали. Реально молодцы, отлично справлялись со всей такой недорогой, можно сказать. И одно удовольствие было ехать. Одна очень важная вещь. Прислушайтесь к этому совету. Не берите сюда с собой детей. Для них это реальное испытание. Ночью не жарко, далеко не побегаешь, если только в ту сторону. Дети, часть детей, ну у нас нормально, которые поехали, спокойно дети играли сами по себе. Большую часть палатки, конечно, провели, потому что ветер холодный. А так, с другой части доносились крики, стоны, вопли. Ну, холодно, блин, и что ребенку сидеть в палатке, ему бегать нужно. А с таким ветром и не вариант. Не стоит. Если уже постарше будут, то, конечно, да. Но там 2-3 годика, 5, считаю, смысла нету. А еще мешали спать. Сильно мешали. Всю ночь, что ли? Да. Как вообще? Дома выспимся. Как вообще здесь? Понравилось? Да, очень. Ну, на камеру я пытался звезды заснять, но камера не видит то, что видит глаза. Надо действительно поезжать сюда, смотреть своими глазами. Намного лучше и намного больше ощущений, чем вот так вот с телеэкрана и с компьютера. Этот человек встретил закаты и рассветы. Палатка? Потеряли палатку? Сдуло. Сдуло палатку? Я не видел. А с человеком или без? С очень легким человеком. Бывает такое, походу, тоже. Как закаты, рассветы? Классно. Немного поснимал на дрон, GoPro, таймлапсы ночью попробовал. Но люди, если честно, и мусорят, и вроде приехали смотреть звездопад, а сами все сидели у костров, у фонарей. Кто смотрел звезды, те вот дальше уходили. Это единица всего. И не просто мусорят, взяли еду, пошли вон туда подальше от всего этого, поели, там же все оставили. Это просто жесть, я не знаю. Люди, когда приезжаете сюда, отдыхаете, забирайте все, что с собой сюда привезли, ну и можете еще прихватить чужое. Но лучше просто не мусорите, чтобы все чисто было, чтобы за вами, свиньями, никто не убирал. По-другому не скажешь, реально уже надоело, что все красивые места приехали, загазили и уехали. О, палатку нашли. Палатку нашли? Да. Где? Прямо по курсу сказали. За кустиками. Черненькая. Дроном вытащил? Нужно 2 дрона и крючки. Вон прямо, смотри, вот большие кусты прямо по курсу. Вон внизу. Всем привет! Вчера мы прибыли на плато Асы. Место невероятной энергетики, невероятной атмосферы, невероятной природы. И все это рядом с нами, здесь, в Казахстане, в Алмате. Поэтому все те, кто не был здесь, это место обязательно нужно посетить в ближайшее время. И вы сами поймете, что здесь есть. Не, ребят, да, на самом-то деле, я сам первый раз в Асе. И словами не передать, как здесь красиво. Здесь как Кокжайлау, но, знаете, глобальнее, красивее, что ли. Шикарное место, ребят, приезжайте обязательно. Казахстан — это самая красивая страна в мире, и ей нет равных. Вот. Я просто в восторге, и у меня просто нету слов. Все. Тебе понравилось тут? Да. Красивое место. Привет, мы приехали на плато Асы с DN Travel. Приехали с супругом и с 2 детьми, детям 7 лет и 9 лет, 2 пацана. В принципе, ничего сложного. Единственная километровая очередь в туалет. Да и все из недостатков. Все остальное сплошные плюсы, классная природа. Посмотрели звездопад, вчера пели песню у костра, было очень круто. С таким прекрасным видом, наверное, скажу одну банальную фразу, но ее нужно сказать. Подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик и не пропускайте мои выпуски.
А вообще хотел сказать, путешествуйте, наслаждайтесь жизнью, ловите все эти моменты, вдыхайте полной грудью свежий, чистый воздух, которого в городе так не хватает. Встречайте закаты, провожайте рассветы. Наоборот, провожайте закаты, встречайте рассветы. Любуйтесь этим всем. Время улетает, не надо его упускать. И до встречи в новых выпусках. Всем пока.